Приветствую всех подписчиков моего канала. Решил поделиться еще одним вариантом переделки сварочного инвертора. Это краткий обзор того, что получилось. Подробное видео по сути переделки, что и как, я, как обычно, выложу у себя на канале немного позже. За основу я взял вот такой маленький инвертор. Значит, у него вот длина 22,5 сантиметра, высота 16,5 сантиметров и ширина 9,5 сантиметров. Вот. Он собран тоже по мостовой схеме. 205 у него заявлен ток максимальный. И максимальная мощность у него 3,6 киловатта заявлена производителем. Я решил на основе него сделать совмещенный такой вариант, оставив функцию сварочника и добавлю функцию индукционной печи. Сейчас покажу, что у меня из этого получилось. В сварочнике я вынес два разъема. Поскольку он очень компактный, пришлось все управление наверх перенести, и с трудом удалось врезать амперметр. Значит, у меня осталась регулировка потока, регулировка частоты и переключатель, который индукционная печь, либо сварка. Вот. Включаем инвертор. Вот сейчас покажу на примере. Вот это прут десятка. Вот как это все работает. Соответственно, вот такой выносной блочок, который подключается вот проводами. Провода 1,20 м, это вот это масса от сварки. Вот. Выставляем частоту, подводим к резонансу, и ток выставляем примерно в среднее положение. Вот. И смотрим, что у нас получается. Значит, при этом где-то потребление сейчас где-то 1,3 киловатта. Вот так примерно. Вот. Резонанс получается достаточно острый, что вот когда подстраиваете частоту, значит, стрелка поднимается кверху максимально при резонансе. Если дальше крутить резистор, который подстраивает частоту, то потребление падает. Это мы уходим от резонанса. Значит, мы переходим через резонанс. Поэтому тут стало удобней, так как мы, значит, выставляем резонанс частотой и уже током регулируем мощность. Мне показалось, что так достаточно удобно. Вот довольно быстро все разогревается, при этом потребляет не очень много. Вот. Ну, прут он тоненький, разогревается достаточно хорошо. Сейчас я выключу свет и покажу, как в темноте, может быть, не совсем видно при свете. Так, ну сейчас вот выключаю свет. Сейчас покажу, как вот даже не успел остыть этот прут. Вот. В темноте лучше все это видно. Ну, также выставляем частоту в резонанс, плюс ток. Ток регулируем, вот, ну, его на максимально вот крутим, пока стрелка отклоняется, до тех пор, пока она не перестанет отклоняться. На этом мы останавливаем. Вот так вот разогревается. Отдельный блочок, мне показалось, будет удобнее, поскольку его можно куда-то переставить, перенести, повернуть на бок, поставить, тогда индуктор будет вертикальный, что даст, ну, более широкие возможности применения. И вот если вот так вот периодически удлинять, вводить, выводить оттуда заготовку, то можно достаточно в широких пределах разогреть металл. Вот так вот получается. Мне показалось, что это достаточно удобно. Ну вот, теперь берем кусок трубы двадцатки. Тоже достаточно быстро ее разогревает. Получается, что меньше минуты уходит на вот разогрев трубы.
При этом потребление примерно такое же, как вот и при сварке. Я вот замерял. Получается, что сварочник работает в своих нормальных сварочных режимах, ничего не перегружается. Вот. Получилось, что очень удобно. И, соответственно, он холодный, из него холодный воздух идет. Ну вот, труба вот уже разогрелась. Достаточно быстро все это происходит. Вот так. Ну, не блочок, ничего не греется. Даже вот я в этом варианте не стал ставить пока тройники, потому что если для каких-то кратковременных работ, там что-то раскалить, ну не постоянной работы, то в принципе воду можно и не подводить. Подробно, что и как я там это сделал, переделал, я, как и в первом варианте, все сделаю подробное видео со всеми данными, там все и намоточными, чтобы можно было как-то от этого оттолкнуться и это дело кому надо повторить. В принципе, вот ничего не греется, все работает совершенно замечательно. Ну, теперь вот возьму вот эту свою нержавейку, которую я везде использовал, вот и в отоплении мотал, и с плиткой, когда экспериментировал. Вот. Как ни странно, тоже хорошо греется, даже на удивление. При этом потребление, вот когда разогревает вот больше, чем 800 ватт, не получается поставить, но она разогревается, ну, за секунду получается. Ну, поскольку тонкостенная и частота у меня сейчас вот сделана повыше, в районе 66 килогерц резонанс, соответственно, металл стал греться лучше. Ну, транзисторы вроде посмотрел под даташиту, они до 80 килогерц должны работать нормально. Ну, вроде ничего не перегревается, вот пока вот серьезных таких тестов не было. Ну, вот то, что получил, вот так вот раскаляется нержавейка. Это труба 15, гофрированная нержавейка для подводки воды. Вот. В принципе, ну вот когда нагрузка недостаточна на контур, то, конечно, начинает греться индуктор. Соответственно, нержавейка это недостаточная нагрузка для этого контура. Ну а когда сталь, то все нормально. Ничего особо не перегревается и все. Ну вот нержавейка остывает тоже так же быстро, как и нагревается. Ну вот, вынес на улицу, чтобы показать, как работает как сварочный аппарат. Вот этим переключателем переключаем вправо это сварка, а влево это вот те разъемы, которые для индукционной печи. Вот. Выставляем ток сварки. Вот. Ну, шкалы пока нет токового резистора, поэтому так на глазок. Ну вот слегка подзалипает, маловато тут. Сейчас добавлю. Ну и электрод еще сырой отвалялся. Это 2,5 электрод отвалялся на чердаке. В принципе сырой. Но вот дуга зажглась, варит достаточно хорошо. Соответственно, потребление где-то киловатт 300, вот, судя по амперметру. Вот. Ну, сейчас еще попробую добавить тока чуть-чуть. И посмотрю, как будет зажигаться дуга. Ну вот, совсем другое дело. Зажглась сразу, без всяких. Вот. Варит достаточно мягко. Я, конечно, небольшой специалист в области сварки, так для себя что-то варю, но вот сколько сварочников прошло через мои руки, ну, в принципе, довольно мягко работает и довольно ровненько варит, при этом потребляет достаточно мало. Ну, вот посмотрел, в принципе, он холодный, воздух холодный из него идет, все нормально. Сейчас вот еще разок проварю, посмотрю там точно по амперметру, что у меня. Ну, когда дуга зажигается, получается где-то порядка 1,8 киловатта. Ну, а когда варит, это порядка 1,3-1,5 киловатта. Получился такой универсальный приборчик такой для бытовых нужд. Он достаточно маленький, компактный, его удобно везде пронести, воткнуть в розетку.
Ну вот этот внешний блочок, как индукционная печка, тоже очень удобно. Ну вот пока все. Кто не подписан, подписывайтесь. Кто подписан, оставляйте комментарии, пишите. Буду по мере возможности отвечать.